Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Недавно перечитывала сборник сказок. И что получается? Жила себе Василиса Премудрая. Вышла замуж за Ивана Дурака. Поменяла фамилию. И стали ее звать Вася Дурачок. Это я к чему? Да просто у меня остались мелкие обрезки от джинсов. Все нормальные люди уже давно бы все выкинули. Ну вот а я кто? Рукодельница, одним словом. У всех кусочков определим направление долевой нити и нарежем их по косой, под углом 45 градусов к долевой. Ширина 1,5–2 сантиметра. И нужна нам крепкая основа. Конечно же, используем ткань от старых джинсов. Одежда пастухов и золотоискателей выдержит многое. Размер основы 40 на 40 сантиметров. Основу еще дополнительно подготовим. Немного срежем утолщение шва. Дальше на ней начертим сетку. Разобьем на квадратике 10 на 10 сантиметров. И еще обозначим направление швов. Сама по себе джинсовая ткань очень живописная. Но хочется в это синее безумие добавить немного ярких красок. Подготовим несколько квадратиков, размер 8 на 8 сантиметров. Важный момент – их выкраиваем по косой. Возьмем 3-4 квадратика, сложим их стопочкой и пришьем к основе. Шов прокладываем примерно в 1 сантиметре от края. И рекомендую прошить дважды. А дальше берем узкие полоски джинсовой ткани и пришиваем их к основе. Строчку прокладываем посередине полоски. Пришиваем 2-3 слоя джинсовой ткани, потом полоску цветной. Сверху опять джинс. Направление швов мы обозначили. Так и шьем потихоньку, заполняем все пространство. А вы знаете, что производство одной пары джинсов – это крайне ресурсоемкий процесс, оказывающий значительное влияние на окружающую среду. Основные затраты ресурсов приходятся на воду. Хлопок, из которого делают джинсы, требует много влаги. Обработка волокна, производство тканей. И еще, чтобы получить тот самый модный эффект потертости и сделать их мягкими, джинсы проходят многократную стирку. Для придания джинсам характерного вида потертости, варенки используются опасные химикаты.
И мы даем новую жизнь джинсовым обрезкам и тем самым уменьшаем количество мусора на планете. А самое главное, мы испытываем радость Творца. Когда вся основа заполнена, мы вспоминаем, что это у нас настоящая ручная работа, и наша задача хорошенько растеребить все слои ткани. Вы ведь помните, что все срезы мы делали по косой. Край разлохмачивается, но и это еще не все. Берем жесткую щетку и хорошо прочесываем все срезы. Ну что сказать, чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган. Есть еще очень хорошее средство. Готовые изделия надо постирать в стиральной машинке с кондиционером для белья. Тогда волокна ткани смягчатся, и синель станет еще пушистее. Заготовка получилась очень интересная. Она может стать основой для сумки, коврика или декоративной подушки. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Ставьте классы, пишите комментарии. Кто еще не подписан, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить мое новое видео. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!